Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем писать тесты, а именно тесты на Kotlin. И эта тема вот в русскоязычном сегменте YouTube, Rutube и иных платформ вообще, по-моему, никак толком не раскрыта, к сожалению. Очень много рассказывается про API тестирование, про веб-драйвер, но очень мало рассказывается вообще, в принципе, про нативное тестирование. Сегодня мы будем говорить про автоматизацию Jetpack Compose фреймворка, то есть это интерфейс, который написан с использованием декларативных концептов разработки. Сейчас очень популярно, в том числе Swift UI, допустим, да, в сфере iOS, так вот у Android это Jetpack Compose. На сайте developerandroid.com есть неплохая документация по тому, как писать эти тесты. Вот хорошие примеры здесь есть. Сегодня мы будем автоматизировать приложение, которое я написал, простенький менеджер задач под Android. Можете зайти сюда, github.com, Dimon Todoslav. Ну вот назвал его так, Todoslav. Здесь весь исходный код предоставлен, в том числе и тесты. Можно почитать здесь вообще всю эту информацию, как все работает, в принципе. А написано все на Kotlin. Итак, открываем наше приложение в Android Studio и смотрим, что у нас здесь есть. Итак, чтобы запустить приложение на Android, нужно перейти в Tools, Device Manager и выбрать наше устройство. Видите, у меня уже оно запущено, зелененькое горит здесь. А я перехожу сюда, Running Devices, вот мой эмулятор. Давайте в этом эмуляторе запустим наше приложение. Выбираем здесь App, потому что модуль App, именно само приложение. Нажимаем кнопку Play, и сейчас оно его здесь запустит. Посмотрим, как оно выглядит. Итак, приложение запущено. Можно набрать какое-то тестовое задание. Тест. Нажать Add. Потом нажать еще раз тест 222, допустим. Add. Видите, добавляются разные у нас задания сюда. Ну, кнопка Links, вот еще там нажимаю, это просто to be added soon. Закрываем. Два задания добавлено. Нажимаем Delete. Delete, все, удалены. И появляется Add first task. Значит, лейбл такой, да, что у нас все задания удалены, ничего нет, можно добавлять новое. Вот и все приложение, собственно говоря. Ничего в нем сверх такого естественного нет. Давайте посмотрим код и как он работает. Ну, это снова говорю, что это декларативный UI, то есть декларативный интерфейс. Следовательно, здесь все прописано, как вот мы должны, как вот мы видим, да, на экране. Здесь нет никаких лишних заморочек, как раньше было в случае с XML разработкой. То есть мы раньше разрабатывали интерфейс в XML файлах, файлы отдельно, с интерфейсом реализация отдельно, а здесь все в одном файле вот таким образом указано. Что у нас есть интересное? Вот, допустим, onClick, да, ну onClick, естественно, это что происходит при нажатии кнопки. Так вот, onClick активность, написано Start Activity и, значит, запускаем из Main Activity, запускаем Links Activity. Вот он, Links Activity здесь. Нажимаем сюда, переходим в Links. Обратите внимание, что у нас есть также такая штука, как modifier.semantics, и пишем здесь Content Description Links Button. Для чего это нужно? Вот для наших автотестов очень важно зацепиться за определенные идентификаторы, то есть локаторы, да, как вот веб-интерфейс, локаторы, идентификаторы, можно по-разному все это называть, но логика везде одинаковая. Мы должны зацепиться за определенный элемент и с ним взаимодействовать. Также, видите, написано текст, links, то есть вот таким образом. Советую, в общем-то, в приложении говорить с разработчиками, что, конечно же, они добавляли локаторы в приложение, чтобы удобнее было взаимодействовать. К сожалению, такое происходит не всегда. Если такая возможность есть, лучше, чтобы попросить, чтобы они добавили. Дальше, to-do screen, сама логика этого экрана, то есть что происходит при обновлении задач, что при добавлении, что при удалении происходит, да, вот вся логика прописана здесь. Не будем сейчас останавливаться на этом всем, но простая логика. События происходят, когда мы нажимаем определенные кнопки. Вот и все. Дальше, сам дизайн прописан вот здесь вот. У нас что интересует здесь? Enter Task Field. Ну, что следует название, это вот как раз таки Enter Task, вот это вот поле. Снова здесь, видите, Semantics, Content Description, Enter Task Field. То есть получается, что здесь у нас снова поставлен локатор для этого конкретного поля. Кнопка добавления это Add, а вот у нас есть также локатор Add Button. В общем-то, все здесь прописано таким образом. Смотрите Content Description и можете таким образом понять, где нужные локаторы в коде есть. То есть я сделал такой упрощенный вариант. Зачастую не всегда такая возможность есть посмотреть быстренько локаторы. К сожалению, вот бывает так, что нету. Вот можете быстренько помещаться и посмотреть. Хорошо, давайте писать сами тесты теперь. Почему нет? Мы теперь уже знаем, в принципе, как работает наше приложение, хотя бы в общих чертах. Можно писать тесты. Итак, я нажимаю эту кнопку, чтобы свернуть наш эмулятор. Нам он сейчас не нужен. Переходим вот куда. Сначала посмотрим, что у нас есть в плане зависимости. То есть, чтобы писать тесты, нам нужно добавить определенные библиотеки в нашу структуру приложения. Так вот, если мы перейдем сюда, вот модуль App. Самая главная зависимость, которая нам нужна, это Compose UI Testing. И вот она здесь. Libs Android X Compose.bom. Вот она нам нужна здесь. Также есть JUnit 4. Ну, в принципе, JUnit это просто библиотека для тестирования. Ребят, снова все это можно найти в репозитории и подсмотреть. Опять же, я советую вам использовать мой репозиторий, дальше его модифицировать, чтобы понять, как это все работает, разбираться дальше. Итак, нам нужно написать тесты. Так вот, чтобы написать тесты, нам нужно перейти в отдельную папку Android Test, которая называется. Вот она здесь у меня находится. У меня на самом деле уже тесты написаны. Вот Main Activity, Instrumented Test. Но мы же пишем тесты с нуля, поэтому давайте напишем наши тесты с нуля. Итак, давайте создадим наши тесты. Нам нужно найти папку Android Test, вот она здесь. Нажимаем на нее правой кнопкой New, и здесь Kotlin класс файл. Выбираем здесь файл и называем его, допустим, Todoslav Instrumented Kitty. Можете добавить это все в GitHub, если хотите. Опять же, если создаете свой репозиторий, ну, смотрите на ваше усмотрение. Итак, файл создан, он у нас здесь есть. Пишем название класса. Класс, видите, подсказка. Todoslav Instrumented Test. И начинаем мы вот с чего. Пишем get, двоеточие, rule.
Создаем определенное правило. Ну, по сути, это как инициализация веб-драйвера, да, то есть в этом случае мы будем запускать main activity и с ним работать. Ну, собственно говоря, это мы и пишем. File, то есть переменная, да, драйвер. Я люблю называть это все драйвер, потому что для меня это все как-то удобнее. Вот не знаю почему, просто удобнее все. Равно create Android Compose Rule. Пишем здесь main activity. По сути, мы теперь уже готовы работать с нашим интерфейсом. Можем писать код для автоматизации. С чего стоит начать написание кода? Я советую начать с локаторов. Итак, пишем private. Private, потому что это только для конкретного класса. То есть все эти локаторы будут в этом конкретном классе только работать. Ну, вот так вот захотел я по такой вот задумке. Пишем private val. Название нашей переменной. Пускай будет task input field. By lazy. Я написал здесь by lazy. Почему lazy? А потому что не всегда переменные или локаторы нужно инициализировать сразу. То есть мы можем какую-то информацию отображать только по мере необходимости. То есть вот таким образом мы используем lazy. Этот локатор можно не сразу идентифицировать, а только тогда, когда мы его запросим. Поэтому пишем by lazy. Открываем здесь такие фигурные скобки. И пишем здесь driver. On node with content description. Помните, я говорил вам, что у нас есть у каждого элемента content description, то есть описание этого элемента. Так вот, здесь мы непосредственно указываем его. То есть вот таким образом мы прописали здесь, а потом дальше используем в наших тестах. Конкретно у того поля, которое мы сейчас указываем, это enter task field. Так вот, здесь прописано. Можем проверить это поле здесь. Main activity, смотрим enter task field. Вот у нас здесь content description. То есть, по сути, как я говорил, ищем content description и прописываем его в наших тестах. Вот и все. Повторяем все это для других полей. Add task button. Task button. Снова lazy. Только content description пишем уже не enter task field, а получается add button. Пишем add button. Какая у нас еще есть кнопка? А это delete. Delete button. Вот я таким образом прописал, чтобы четко и понятно сразу было, чтобы без лишних, знаете, деталей. А так, по сути, нужно называть переменные или локаторы, чтобы быстренько можно было понять, о чем речь. Дальше что у нас есть? Я придумал, что когда у нас нет никаких заданий, то есть полностью список задач чистый, то у нас есть просто строчка, которая отвечает за написание текста, что добавьте первое задание, да? Давайте, собственно говоря, здесь и пропишем. Empty task list. И пишем здесь empty task list. Последний это links button. Вот мы его сейчас здесь пропишем. Links button. Итак, друзья, все готово для написания тестов. Ура! Сейчас будем пробовать самое интересное. Каким же образом мы пишем наши тесты? Ну, начинаем мы всегда с аннотации тест, да, потому что это тесты. Пишем тест. Естественно, нужно поставить import JUnit, так как мы используем JUnit, вот, import класс тест. И дальше пишем наш тест. Итак, функция в Kotlin начинается с fun. И здесь пишем тест UI components. И пишем то, что мы тестируем. В этом конкретном случае мы просто проверяем, что эти поля существуют. Давайте проверим, что у нас есть кнопка Add Button, допустим, да? Пишем таким образом. Add Task Button. Assert exists. Таким образом мы проверяем, существует ли эта кнопка здесь или нет. Дальше что проверяем? Ну, конечно же, проверяем task input field. Task input field assert exists. Все это просто методы JUnit. Вот таким образом проверяем. Что еще есть? Empty task list можно проверить, потому что по умолчанию при запуске у нас никаких задач нету, поэтому нужно указать empty task list. Пишем empty task list assert exists. И дальше что? Links button. Да, давайте проверим. Links button assert exists. Delete button у нас его нету, да, по умолчанию его нет никакого, поэтому мы можем проверить, что его там нет. Поэтому пишем delete button assert does not exist. Мы таким образом проверяем, что вот все поля эти на экране отображаются или не отображаются. То есть вот таким образом все работает. Мы можем запустить все тесты сразу по нажатию этой кнопки или только конкретно тест здесь. То есть пока что у нас один тест, поэтому запускаться будет только он, так или иначе. Но если будет больше тестов, можем таким образом контролировать, что запускать, а что нет. Иногда бывают такие случаи, что тест в отдельности работает хорошо, а вот в совокупности нет. Поэтому вот для таких случаев очень удобно запускать отдельные тесты. Итак, чтобы запустить наш тест, нажимаем здесь и Run Tests. Потихоньку все собирается и сейчас будет быстренько проверять наши основные элементы интерфейса на экране. Сейчас посмотрим. Запускается, проверяет. Все хорошо, все прошло. То есть, видите, все хорошо, все здорово. Все элементы найдены. Супер. То есть, первый самый простой тест пройден, все хорошо работает. Пишем дальше. Какой же будет второй тест? А вот второй будет на добавление задачи. Итак, пишем снова тест. Пишем fun add task, тест, допустим. Что мы хотим? Ну, мы хотим взаимодействовать с нашим полем для ввода текста. Правильно? Правильно. Поэтому пишем здесь вот что. Task input field, perform text input. И пишем, что мы хотим здесь написать. Пишем task 1. Мы осуществили ввод текста. Все хорошо, все здорово. Потом, что нужно сделать? Нужно нажать кнопку добавления, то есть add button, да? Add task button, .perform click. Так, а теперь мы делаем assert, то есть проверяем, что это все было добавлено. Небольшое лирическое отступление, что в отличие от веб-драйвера, да, нам здесь не нужно контролировать толком ожидания. В принципе, если мы хотим, можем написать вот так вот driver.wait for idle, да, к примеру, или wait until. Но в принципе, здесь это все не особо нужно, потому что оно автоматом быстренько проверяется, в условиях все хорошо работает. Так что мы здесь это не пишем. Если возникли проблемы, можно использовать либо wait for idle или wait until, да. Кстати говоря, на сайте developer.android.com есть интересная шпаргалка, то есть cheat sheet, в
котором можно посмотреть, как у нас работает assertions, к примеру, да, то есть проверяем assert exists, assert does not exist, потом все разные on node with content description, on node with tag, on node with text. То есть это каким образом мы ищем элементы. То есть по аналогии с веб-драйвером, да, где мы ищем по ID, по name, по XPath, тут то же самое, только on node with content description, on node with tag. Тег — это очень прикольная вещь, позволяет тег поставить к нашему определенному элементу. То есть в отличие от content description, который подходит не только для тестов, но и вообще в принципе для того, чтобы, вот, к примеру, слепой человек пользуется приложением, он нажимает, запускает экранную читалку, да, и все эти поля читаются ровно таким образом, как прописано в content description. Так вот, on node with tag, вместо этого, следовательно, он будет прописываться только конкретный тег для тестирования. А вот on node with text, это мы используем его для чтения конкретного названия, да, на страничке. Но это на самом деле не самый лучший подход. Почему? Потому что программист может переименовать какое-то поле, то есть, допустим, links, переименовать его, допустим, в settings, да, и все, после этого перестанет работать. А вот content description, он более-менее уникальный, и он, по идее, не должен меняться, да, с разными итерациями. Но, в принципе, этот чит-шит прям прекрасен. Вот также есть matchers, там has content description, то есть можно проверять определенные условия для всех элементов. И все actions, опять же, perform click, perform touch input, perform scroll to, если нужно промотать чуть ниже, да, то есть все эти возможности здесь прописаны. Compose test rule, то есть сам запуск нашего activity, да, тоже здесь прописан, как все это работает. То есть шпаргалка очень классная, очень советую. Ссылочки, естественно, будут все в описании. Продолжаем. Что нам нужно сделать дальше, так это проверить, что этот текст реально был отображен. Ну, то есть все хорошо, все здорово, кнопка добавления нажалась, все хорошо, но нам нужно проверить, что это реально было сделано, то есть что это появилось на экране. Вот для этого пишем driver.onNode with text. Не content description, мы проверяем не поле какое-то конкретное, да, а то есть именно то, что наша таска была добавлена, то есть наша задача была добавлена. OnNode with text и пишем здесь task 1 assert exists. Все, прописали, все хорошо здесь. Этот тест готов. Запускаем его, нажимаем сюда и смотрим. Тест закончен, все хорошо отработало. Вот этот task тест была сделана, все хорошо. Осталось лишь добавить тест на удаление определенной задачи. Давайте его напишем. Итак, тест. Естественно, перед тем, как удалять какую-то задачу, нам нужно сначала добавить, поэтому копируем код из прошлого теста. Далее, друзья, нам нужно добавить логику удаления нашей задачи, да, то есть мы должны писать delete button. И тут начинается самое интересное. Когда мы добавим несколько задач, у нас будет много этих delete button, да, то есть непонятно, какой нажимать. И поэтому нам нужно чуть-чуть модифицировать наш тест. Вот вначале мы писали, что delete button by lazy driver on node with content description delete button. Так вот, вместо on node написать on all nodes. On all nodes. Так вот, когда мы пишем on all nodes with content description, это будет сканировать все ноды, которые там есть. И мы выбираем по конкретному индексу, какой нам нужен. Сразу же сломался этот у нас тест, потому что delete button нужно указать ноду. Поэтому пишем нулевую, допустим, здесь, да. Теперь оно работает, потому что нам пришлось указать ноду. Видите, так меняем тесты, и другие тоже ломаются от этого. То есть надо понимать, что чуть-чуть изменил что-то, и все, другой тест сломался. Delete button, нулевой индекс пишем. Здесь что нажимаем? Perform click. Все, то есть кнопка удаления будет нажата. Но нам осталось проверить, что это реально все было удалено и ничего на экране не осталось. Как вы помните, я уже припас локатор empty task list конкретно для этого случая. То есть когда мы все удалили и на экране ничего нет. Поэтому пишем empty task list.assert exist. Все, можем запускать наши тесты. Поехали, давайте сразу все запустим и посмотрим. Как мы видим, все 3 теста запустились, все успешно, все работает. Получается, что мы написали 3 основных теста по нашему приложению. Можете добавлять какие-то еще другие тесты, можете добавлять какую-то логику, можете что-то менять, можете добавлять больше заданий. То есть вот здесь можете полностью экспериментировать. Вот у нас готовое приложение для этого есть. Играйтесь, кайфуйте. Напишите, пожалуйста, в комментариях, получилось ли у вас запустить эти тесты, все ли работает. И как раз таки все это обсудим. Если у вас нет желания писать тесты эти вообще, ну, я понимаю, может такое быть. Можете зайти сюда, вот Main Activity, инструмента тест, и запустить вот эти тесты здесь. Здесь немножко добавлена логика приоритета теста, то есть какой тест запускается первым, какой второй, который третий. Вот сами посмотрите, сами разберитесь, как это работает. А так, в принципе, то же самое тесты. Итак, таким образом, друзья, мы сегодня разобрали, как можно писать тесты для Compose UI, то есть когда мы работаем с элементами, которые написаны декларативно, а не как в XML раньше. И это вот такое вот логическое продолжение Espresso, я бы сказал, фреймворка, да, то есть который используется для старого подхода работы с интерфейсом. Но это тоже очень интересно, и я лично считаю, что это реально будущее, и очень классное, и здорово, что появляются новые такие вот инструменты, то есть веб-драйвер, Appium, это все, конечно, хорошо, но когда у нас есть нативная возможность обращения к коду приложения и работы с ним, там, в принципе, довольно много чего можно еще сделать для взаимодействия с кодом. Вот, это реально будущее и очень интересное. Поэтому спасибо за просмотр, поставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравилось, напишите комментарий, мне будет очень интересно. А так, будут новые видео интересные, поэтому подписывайтесь на канал обязательно. Будет реально классные видео по программированию, по тестированию и вообще по многим разным темам. Спасибо и пока!